Добро пожаловать в Санта-Барбару, город Сан-Франциско. Это самый большой китайский квартал в мире посещения Стэнфордского университета. Одно из самых красивых мест, где я когда-либо бывал. Я начал свое путешествие из Лос-Анджелеса в сторону Сан-Франциско по первому хайвею. Это дорога, которая пролегает вдоль Тихоокеанского побережья. Говорят, это одна из самых красивых дорог. Я беру на себя ответственность проверить и показать вам. Ну, в принципе, посмотрите на эту красоту. И сегодня я доеду до Санта-Барбары. Если помните, одноименный культовый сериал, мне кажется, целое поколение на нем вообще сидело. Наши родители, бабушки, дедушки. Я тоже частично застал. Но я был совсем маленький, если честно, я уже вообще не помню. А сегодня я еду в этот город посмотреть, погулять. Да, там очень красиво. В общем, где-то через 1,5 часа буду уже там. Добро пожаловать в Санта-Барбару. Это центральная пешеходная улица. Здесь сегодня ярмарка. Продают овощи, фрукты на любой вкус. Сейчас погуляю немножко, прочувствую эту энергию. На самом деле долго здесь задерживаться смысла не вижу. Город тоже такой полумертвый. Большинство заведений закрыты. Но очень классно, приятно. Хорошая погода, мне повезло. Так постепенно сейчас выйду на набережную. Там причал. Знаете, что мне больше всего нравится? Мне нравится, что здесь такие уютные маленькие здания с черепичной крышей. Нравится изобилие цветов, растений, деревьев. В Калифорнии растет все. То есть, что бы здесь ни посадили, оно здесь будет расти. Смотрите на эти пальмы, на те цветы. То есть везде. Там глаз радуется. Город очень красивый. Мне там очень нравится здесь. Вот оттуда, получается, я прям пешочком минут за 15 по этой центральной улочке дошел до причала. Здесь пляж, там марина для лодок, яхт. Ну, я так понимаю, там тоже какая-то развлекуха. Сейчас пройдусь, посмотрю. Вот я и дошел до конца причала. Как я и предполагал, рестораны, кафе, бары, сувенирные лавочки. Ничего такого, что могло бы меня здесь задержать. Вот. Но на этом месте, я думаю, я посижу немножко, полюбуюсь океаном и погоню обратно. Что-то я погорячился, ребята. Санта-Барбара Shellfish Company, вот это заведение работает с 1980 года. Они готовят офигительные морепродукты, свеженькое, все вкусненько. Я подумал, что это будет неправильно оказаться здесь и не покушать. Тем более, что я дал себе задание кушать почаще и набирать вес. Некуда бежать. Мы же не спешим, правильно? Представляю вашему вниманию тот самый собор из заставки сериала Санта-Барбара. Здесь есть музей, сам собор обычно тоже работает, но сейчас ничего не работает, поэтому быстро осматриваю окрестности. И пора уже двигать, хотелось бы к закату успеть доехать, но что-то мне подсказывает, что уже вряд ли. Ну все, я доехал. На сегодня это мой дом, точнее, вот это мой дом. Отель называется Кабре Бич Лодж. Там наверху есть офигенная лоджия. Сейчас пойдем туда встречать закат. Это стоило всех усилий. А вот отсюда открывается такой видок. Можно упасть просто и кайфовать, наслаждаться закатом. Так, пожалуй, и поступлю. Будете со мной встречать закат? Я вас приглашаю.
Знаете, мои новые друзья. Первый хайвей действительно одно из самых красивых мест, где я когда-либо бывал. Проверил, подтверждаю. Я задумался и начал считать, сколько стран я посетил с момента, как началась пандемия. Уже насчитал 13 стран. Количество городов я даже не берусь считать. Вот, впереди у нас сегодня Биг Сюр. Где-то в течение часа я туда доеду. Там очень красиво. Я вам это тоже все покажу. Such a lovely place. В общем, у меня традиция теперь выходить с причалом. Красивый город, мне понравился. Монтерей. Очень уютный. Там такой сельский, я бы сказал. Мне нравится вот эта культура, что они на причалах делают развлекательные зоны, где можно и покушать, и погулять. Если помните, в Санта-Монике там прям парк с аттракционами. А здесь тоже круто. Что-то подустал, решил прилечь на лавочку. Тем более с таким видом, ребята. Просто посмотрите на ту сторону. Представляю вашему вниманию город Сан-Франциско. Кремниевая или силиконовая долина, кто как называет. И также самый известный мост в мире — это Golden Gate Bridge. Реально очень повезло с погодой. Я приехал на пирс 39. Здесь народ гуляет, отдыхает, шопится. Пойду прогуляюсь, тоже посмотрю, что происходит. Сан-Франциско очень разнообразный город. Здесь есть все на любой вкус и цвет. Я уже говорил, что мне нравится, как здесь делают пирсы, поэтому первым делом решил почувствовать вайб здесь. А здесь очень атмосферно. Здесь же можно увидеть знаменитую тюрьму Алькатрас. Находится она вот на том острове. Там сидел Аль Капоне, ребята. Вышел оттуда, к сожалению, больным и немощным стариком. Следует пройти чуть-чуть буквально в сторону. Я за этими ребятами вчера охотился, а тут они, смотрите, на показ просто вышли все красавцы. Морские львы. Кайфуют.
Итак, самое высокое здание в городе Сан-Франциско, это небоскреб, называется Трансамерика, пирамида Трансамерика. 48 этажей и 260 метров высотой. Прямо по курсу. Показываю. Эта площадь называется Union Square. Она находится в самом сердце города. И если верить вот этим плакатам, то Сан-Франциско начинается именно здесь. Еще один исторический район города — это Чайнатаун. Проезжаем прямо сейчас в Dragon Gate. Это место является входом в Чайнатаун. Это самый большой китайский квартал в мире, который расположен не в Азии, ребята. И ему более 150 лет. И за это время он разросся реально в огромный район. Еще один факт. Вот этот парень, Брюс Ли, родился здесь. Потом его родители переехали в Гонконг, когда он был маленьким. И в 18 лет его отец его отправил обратно в Сан-Франциско, так как он был гражданином Соединенных Штатов. И дальше его история разворачивалась, он стал очень известным, начал сниматься в кино, влюбился, женился и, в принципе, очень сильно был связан с этим городом. Блин, еще мне очень нравятся все эти граффити, их очень много по городу. Но он не просто называется китайский район, здесь действительно вся архитектура, здесь своя инфраструктура, больницы, рестораны, я не знаю, школы, все. Боже, как мне это все нравится. Даже эти столбы. Китайский квартал, погулять, пофоткаться, пошопиться. Действительно, атмосфера Китая. Сегодня я решил начать день с посещения Стэнфордского университета. Он был основан в 1891 году и с момента создания был нетрадиционным и выделялся на фоне остальных университетов во всем мире. 3 факта, которые отличали Стэнфорд от других университетов-современников. Ну, во-первых, в то время как остальные университеты были предназначены только для мужчин, в Стэнфорде было совместное обучение. Во-вторых, он с самого начала был неконфессионным, и здесь убирали все расовые предрассудки, религиозные принадлежности и так далее. Ну и в-третьих, Стэнфорд был направлен на развитие практических навыков студентов, которые в дальнейшем помогали им развиваться в жизни и быть полезными для общества. Прямо по курсу это основное здание, основной корпус университета. Отсюда все начиналось. С тех пор, конечно, университет сильно подрос. Сегодня на территории более 700 зданий. Есть все для того, чтобы полноценно жить, учиться, развиваться. Я когда приехал сюда, я, если честно, офигел, потому что масштаб просто впечатляет. Я потерялся поначалу. Очень много выпускников, очень влиятельных, крутых, лауреаты Нобелевской премии, научные деятели, бизнесмены, основатели крупных корпораций, таких как Google. В общем, есть чем похвастаться университету. Не зря он считается одним из лучших. Получил огромное удовлетворение. Мне нравится, что здесь много места для того, чтобы уединиться, провести как-то время с самим собой, почитать, поучиться. Вот такие скверы, лавочки. Эстетически очень приятное место. Душа прям отдыхает. Но все, пора выдвигаться обратно в город.
точка – это Алама Сквер. Я приехал сюда ради вот этих 6 домов. Их называют разукрашенные леди. Это 6 домов, построенных в викторианском стиле по одному проекту. Их очень часто размещают на открытках, и это в некотором смысле достопримечательность города. И вот это место, оно очень хорошо характеризует в целом архитектуру Сан-Франциско. Это маленькие 2-3-этажные дома, очень близко друг к другу расположенные, в основном с гаражом. И таких домов по всему городу огромное множество, разных цветов, разных форм, какие-то уже в стиле модерн, но при этом стиль он един. Если не считать, конечно же, даунтаун, где есть даже небоскребы, хотя небоскребами их в целом назвать очень сложно относительно тех небоскребов, которые мы привыкли видеть. В Сан-Франциско на самом деле еще очень много мест, которые можно было посетить, много парков, музеев. Музеи сейчас по большей части закрыты, но у меня, если честно, уже нет желания ходить по паркам. Ощущение, что я уже все, что нужно было, увидел. Поэтому я сейчас где-нибудь перекушу и выдвинусь в сторону Сакрамента. Смотрите, как активно идет пропаганда вакцинации. Вакцинируйтесь, вместе мы победим пандемию. Чувачок, такой чувачок. Ничего не ждите, вакцинируйтесь. It takes two to make it things go right. В общем, два этих, чтобы все пошло как надо. Жестко. Я думаю, прикольные граффити, надо посмотреть. И в итоге такая вот фигня. Блин, я нормально стоял, чего вы начинаете? Я заехал на Ричмонд-Бридж. Протяженность этого моста 7-8 миль. Просто посмотрите. Доехал до Сакрамента, и, ребята, мне не верится, что завтра с утра в 11 часов мне не нужно съезжать из своего нового дома и ехать куда-то. Мои новые владения, кстати, это такой формат мини-студии. Здесь есть даже кухня, там уборная, все дела. В общем, я прям, если честно, подзадолбался от этой гонки и действительно рад, что у меня есть возможность немножко восстановиться, передохнуть. Где-то недельку я планирую побыть здесь, а дальше посмотрим. Так что я с вами прощаюсь, желаю вам всех благ, ребята. Чао.